Темная ночь пугала. В ролях Чарльз Дёнинг, Роберт Лайонс, Клод Эрл Джонс, Лейн Смит, Тоня Кроу, Ларри Дрейк и другие актеры. Монтаж Скип Ласк. Художник картины Чарльз Зача-младший. Оператор Винсент Мартинелли. Автор сценария Джей Ди Фейгелсон. Цветики красные, цветики желтые, зеленые, синие растут в моем саду. Мне кажется, что цветики растут и улыбаются, подмигивая радостно тебе и мне, мой друг. Режиссер Фрэнк де Фелите. Хорошо, давай мне еще один. Ну, баба, посмотри, что ты наделал. Ты его сломал. Не стискивай его так. Держи его за стебелек, так, как я тебе показывала. Ну ладно. Найди мне другой. Ну вот совсем другое дело. Видишь, у тебя все получилось. Взгляни, баба. Ну разве он не чудесный? Это венок. Когда девушке кто-то нравится, она дарит ему такой венок. Вот венок для тебя, баба. Чудесный. А теперь я должна тебя поцеловать. Ну же, баба. Поцелуй обязательно. Такова традиция. Когда дарят цветы, целуют. Иначе я заберу венок. Вот и хорошо. Идем, баба. Привет, Отис. Он снова там ошивается. И вместе с ним дочка Уильямса. Нет. Ты же знаешь, на что он способен. Да. Ну так пойдем разгоним их.
А что это нам даст? Пройдет 2 дня, и он снова вернется туда, как уже был раньше. Только не на этот раз. Я преподам этому ублюдку хороший урок. Ты лишь потеряешь время. Вот увидишь, когда я до него доберусь, ты лишь потеряешь время. Он идиот. Он ничего не помнит. Ты уже давно должен был это понять. Что же нам делать? Ничего. Ничего? Погоди минуту. Я что-то не понимаю. Ты же все время утверждал, что он опасен. Это же ты мечтал о том, что наступит день, когда он будет валяться на земле и жрать землю. Что вдруг изменилось? Ты передумал? Он как чума. Сколько ее не жги, сколько не опрыскивай, не окуривай, она всегда возвращается. Нет, я не передумал. Что-то нужно сделать. И сделать это нужно раз и навсегда. Эй, Отис. Я могу надрать этому парню задницу, поиздеваться над ним, но на большее я не способен. А что бы ты сделал, если бы там что-то произошло? Это совсем другое дело. Ты знаешь, что я тогда бы сделал. Но на это была бы веская причина. Передавай привет жене. Наша дружба, как цепь, без начала и конца, без начала и конца. Баба, ты только погляди. Какой сад! Ну разве он не чудесный? Чудесный. Пошли. Нет. Почему? Баба не может идти в сад. Мы только там посмотрим и ничего трогать не будем. Нет. У меня будут неприятности. Не будь таким трусом. Там и дома-то никого нет. Ну хорошо, оставайся здесь. Я пойду одна. Баба! 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 Помоги! Слышу, слышу, уже иду. Баба этого не делал. Спасибо. Отис, это произошло. Боб Риттер. Он это сделал. Дочка Уильямса? В точности, как ты сказал. Как сильно она пострадала. Она мертва, Отис. Шериф созывает добровольцев. Общий сбор у здания суда. Нет. Мы сделаем это сами.
Пошли возьмем собак и ружья. Ну вот и они. Селби, остаешься за старшего. Залезай в кузов. Вперед, вылезаем. Он пошел туда. Харлис, отбей с другой стороны. Его надо поймать, пока он не добрался до дома. Хорошо. Вперед. Вперед. С вами все в порядке, мистер Филби? Я в порядке. Вперед, малыш, вперед. Мама! 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 Что случилось? Девочка пострадала. Я ничего ей не сделал. Я сказал ей не надо, мама. Сказал не надо, не надо. Не надо, не надо. Что не надо? Помоги мне, мама. Они идут за мной. Они хотят причинить мне боль, мама. Мама, мне страшно. Я не сделал ничего плохого. Я это знаю, милый. Ты хороший мальчик. Никто ничего тебе плохого не сделает. Слышишь меня? Никто ничего плохого тебе не сделает. Твоя мама этого не позволит. Будьте вы прокляты. Что бы ни случилось в этом городе, они во всем винят тебя. Поднимайся. Слушай меня. Помнишь, чем мы с тобой занимались в последний раз? Мы играли в игру. В прятки. Помнишь? Прятки. В прятки. Я помню. В прятки я могу играть хорошо, мама. Я это знаю. Давай, снова поиграем в прятки. Давай, поиграем. Поиграем в прятки. Эй, возьми собак. Продвигайся вперед. Я их держу, мистер Хазлрик. Что-нибудь заметил? Нет, ничего не заметил. Они что-то унюхали. В чем дело, мальчики? Вперед, сейчас мы его схватим. Поехали. Мы его заловили. Что будем делать?
Заглуши двигатель и тихомирь собак. Я сейчас совсем разберусь. Баба Риттер. Выходи, баба, мы знаем, где ты прячешься. Может быть, он не здесь, мистер Хазарвик? Черт тебя возьми, баба, я пришел не шутки с тобой шутить. Ты меня слышишь? А ну, выходи. Что это вы делаете на моей территории? Я спросила, что вы здесь делаете? Мы пришли за ним, миссис Риттер. Перебьетесь. Мы по официальному делу. По официальному делу? Да кем ты себя возомнил? Твое единственное официальное дело — это лизать марки. А ну пошли прочь с моей территории. Он покалечил человека, миссис Риттер. Я этому не верю. Вы пришли сюда, чтобы снова его мучить. Кого он мог покалечить? А как вы думаете? Дочку Фрэнка Уильямса? Нет. Он бы никого не смог обидеть. Особенно ребенка. Как вы не понимаете, он любит детей. Он играет с ними, потому что в своем умственном развитии не превосходит их. Ему 36 лет, миссис Риттер. С точки зрения физического развития он взрослый человек. Где он? Его здесь нет. Собаки говорят об обратном. Я его не видела. Если понадобится, мы разберем этот дом по частям. Только через мой труп. Предупреждаю вас, вы препятствуете правосудию. Ты не слуга закона. Вы препятствуете правосудию, укрывая беглеца. А ты вторгся на мою территорию. Это моя частная собственность. Пошел прочь. Миссис Риттер. Миссис Риттер. Мистер Хазелрейк. Собаки обнаружили след. Значит, он не в доме. Он, наверное, побежал через поле, как и в тот раз, когда мы его потеряли. Только не в этот раз. В этот раз с нами собаки. С нами собаки. Вперед! Мистер Хазарвик, они идут по следу. Что там, мальчики? Давайте, ищите его. Давайте, вперед. Что с ними такое? Я не знаю. Вперед, мальчики, вперед! Мы его потеряли. Это невозможно, так же, как в прошлый раз. Они думают, что нам нужно пугало. А ну давайте, ищите. Что с вами такое? Не надо, не обижайте их, миссис Хазарвик. Они хорошие собачки. Баба этого не делал. Эй, Харлес. Эй, Харлес, ты меня слышишь? Выйди на связь.
Харлес, ты там? Да, в чем дело? Где ты находишься? Рядом с домом Риттеров. Что ты там делаешь? Уже полчаса как отменили операцию. О чем ты говоришь, черт возьми? Ты разве не слышал? С девочкой все в порядке, произошла ошибка. На нее бросилась собака Фрэнка Фанброза. Девочку уже отпустили домой из больницы. Знаешь, что самое забавное? Это старина Баба спас ей жизнь. Весело, правда? Харлес. Эй, Харлес, ты меня слышишь? Порядок, порядок в зале суда. Дело не в этом. У этих людей не было никаких причин, никаких прав находиться там. Их действия незаконные. Я протестую, Ваша честь. Шериф созывал добровольцев, и прокурору это прекрасно известно. Он преднамеренно провоцирует моего клиента. Это был произвол. Те, кто это не понимает, либо слепы, либо некомпетентны. Тот человек был абсолютно беспомощный. Это ложь. И вы это прекрасно знаете. Простите, Ваша честь. Чуть было не забыл. У него были вилы. Против 4 вооруженных огнестрельным оружием человек. Это все равно, как если бы он противостоял с перышком в руках штурмовому отряду. Протестую, протестую, Ваша честь. Тишина, успокоиться всем. Я делаю всем последнее предупреждение. Если вы не будете соблюдать порядок в зале, вас обвинят в неуважении к суду. Отис, я прошу сделать официальное заявление суду, что вы и эти люди дали убитому шанс добровольно сдаться. Напоминаю, что вы находитесь под присягой. Да, Ваша честь, мы предлагали ему сдаться несколько раз. Кроме того, мы в воздух сделали несколько предупредительных выстрелов. Мы сделали все возможное, чтобы не причинить ему вреда. Но нам пришлось защищаться. Защищаться? На теле этого человека было обнаружено 21 пулевое ранение. Протестую, протестую, Ваша честь. Еще одно нарушение порядка, и я велю очистить зал. Прошу вас, господа, оба подойти ко мне. Господа, это дело очень деликатное. Нам нужно быть максимально корректными. Эти люди являются членами общества, они не преступники. Но, Ваша честь, они не... Сэм, я тебе скажу как на духу. Заслушав сегодняшние показания, я сильно сомневаюсь, что ты можешь что-то этому противопоставить. Генри, Ваша честь, у этих людей не было никаких прав. Сэм, ты не представил суду никаких свидетелей, никаких улик. Никаких доказательств того, что эти люди говорят неправду. У тебя есть хоть что-нибудь, то, что можно предъявить суду? Нет.
Рассмотрев все свидетельства и представленные улики, суд не находит достаточных оснований для обвинения и постановляет освободить подзащитных из-под стражи в зале суда. Нет. Нет. Они убийцы. Они убили моего сына. Они убили его. Они убили сына. Вы не имеете права отпускать их на свободу. Они убили моего сына. Они убили моего сына. Вы отпустили их на свободу. Но в этом мире есть и другая, высшая справедливость. Помимо закона. Суд окончен. Хазлрик, погодите минуту. Я хочу сказать вам одну вещь. Я уверен, что вы казнили этого человека, и я вам обещаю, если я когда-нибудь обнаружу хоть малейшие доказательства вашей вины, тогда следующая наша встреча будет по дороге к эшафоту. Я вас задерживаю, мистер Хазлрик? А? Я просто взглянул на время. Сегодня вторник, а по вторникам миссис Банч готовит в пансионе чудесных жареных цыплят. Цыплята. Жареных цыплят. Здорово ты ему все про этих цыплят. Ну как она? О, Фрэнк. Я никогда в жизни так не боялась, как за последние недели. Я знаю, дорогая. Но сейчас все уже позади. Все закончилось, с ней все будет в порядке. Попытайся расслабиться. Я и представить себе не могла, что она была так привязана к этому человеку. Что ты имеешь в виду? Это первое, о чем она спросила. Где Баба? Что случилось с Бабой? Я еле удержал ее в кровати, она собиралась пойти его искать. Что ты ей сказала? Я и не хотел ее расстраивать, особенно когда она в таком состоянии. Я лишь сказала, что мы поговорим об этом в другой раз. О, Фрэнк, что я ей скажу? Ничего ей не говори. Она не должна узнать правду. Баба?
Баба? Баба, ты спишь? Наша дружба как цепь без начала и конца. Баба? 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 Дитя мое, что же ты... Ну посмотри на себя. Что ты здесь делаешь так поздно ночью? Да еще в ночнушке. Милая, ты должна сейчас быть дома, в постели. Ты можешь простудиться и заболеть. Сейчас мы спустимся вниз, к огню, и ты согреешься. А где баба? Что? Его нет у тебя в комнате, я там смотрела. О, дитя мое. Что никто не рассказал тебе? Бабы больше нет. Больше нет? А куда он ушел? Туда, где они не смогут его больше обижать. А когда он вернется? Он не вернется, милая. Никогда? Но он сам не может далеко уйти. Он знает английский алфавит только до буквы G. Я должна найти его, миссис Риттер. Он ведь едва научился завязывать шнурки на ботинках. О, дитя мое. Не плачьте, миссис Риттер. Я помогу вам его найти. Правда. Я знаю места, куда он любит ходить. Места, где он прячется. Идемте, я покажу вам. Мерили! Мерили! Дитя мое! Ты меня неправильно поняла. Мерили! 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 Too bright and not far away, hey, hey. Too bright and not far away. Red and yellow, green and blue. Цветики красные, цветики желтые, зеленые и синие растут в моем саду. Мне кажется, что цветики растут и улыбаются, подмигивая радостно тебе и мне, мой друг.
Не волнуйтесь, миссис Риттер. Баба никуда не делся. Он просто дурачится. Знаете, что он сейчас делает? Он играет в прятки. Доброе утро, мистер Хазлерик. Здравствуйте, миссис Уимберли. Как поживаете? Лучше не бывает, миссис Уимберли. Лучше не бывает. Спасибо. Давайте, шевелитесь, оболтусы. Дежурный механик. Привет, Отис. Приветствую, миссис Хокер. До встречи. Пока. Харлес. Что? Мы получили приглашение на карнавал по случаю праздника Хэллоуин. Он будет проводиться в церкви. Ты слышишь? Что? В церкви намечается вечеринка. Может, сходим? Мне все равно. Дорогой, о своем решении мы должны сообщить им до субботы. Харлес. Что еще? Ты что, занимался посадками? Что? Ты что-то посадил? Да что с тобой такое? Ты что, не видишь, что я занят? Ты когда-нибудь видела, чтобы я что-нибудь сажал в это время года? Нет. Тогда зачем задаешь глупые вопросы? Мне просто показалось это довольно странным. Раз ты ничего не сажал, тогда зачем ты поставил это пугало? Эй, Хокер, иди сюда. Иди сюда. Мы тебе уже пиво заказали. Какого хрена вы это сделали? Что? Да что с вами такое? Что, баба умер и вам нечем больше заняться? О чем ты говоришь? Не строй из себя дурачка. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Я говорю о той штуке, что вы поставили мне на поле. О какой штуке? Пугало. Ну? Мы этого не делали. Богом клянусь, мы этого не делали. Это не мы. Пансион Мадам Банч.
Мистер Хазлрик. Мистер Хазлрик. Да, слушаю. К вам посетители, они ждут внизу. Посетители? Да, я сказала им, что вы легли вздремнуть перед ужином, но они настаивают, чтобы я вас разбудила. Хорошо, миссис Банч. Я спущусь через минуту. Ребята, мы хотели увидеться с тобой, Отис. А это не могло бы подождать? Может, сначала поужинаем? Нет, Отис. Давай сейчас. Хорошо. Поднимайтесь. Да что вы такое творите, черт возьми? Я же просил никогда сюда не приходить. Знаете, как это выглядит со стороны? Он его видел, Отис. Кого видел? Пугало. Точно такой же. Повсюду дырки от пуль, как и в тот раз. Только на этот раз оно набито соломой. Где? У меня на пастбище. Я думал, что это они сделали. Клянусь, мистер Хазлрик, я ничего об этом не знаю. Кто-то об этом знает, Отис. Нет. Само оно не могло туда прийти. Никто об этом не знает. Но кто-то ведь поставил его туда. Конечно. Кто же? А как вы думаете? Боже мой. Да. Я что-то не понял. О ком вы говорите? Сэм Уиллок. Прокурор? Зачем ему это? Затем, что он пытался напугать вас. И вы отреагировали так, как он и ожидал. Но что мы будем делать? Ничего. Ничего? Мистер Хазлрик, мы не можем все это просто так оставить. Идите домой. Вы уже и так наделали делов. Идите домой, держите рот на замке. Ради бога, сделай лицо попроще. Убери это виноватое выражение. Давайте, идите. И вот еще что. Больше сюда никогда не приходите. Что бы ни случилось. Никогда.
А ну выходи. Сэм, я знаю, что ты задумал. Сэм, кончай эти игры. Я устал. Выходи, Сэм. Я сейчас здесь все закрою. Выходи, Сэм. Сэм? Еще варенье, мистер Хазарык. Вот, пожалуйста. И еще чуть-чуть. С удовольствием. Спасибо. Пожалуйста. Булочки передайте, пожалуйста, мистер Лумис. Сегодня утром шумно было. Да. Вы слышали эти сирены? Сирены? Яйца передайте, пожалуйста. Да, как раз перед вашим пробуждением проехало несколько машин с сиренами. Это было где-то в 6 часов, верно, мистер Лумис? 5:58. Бекон, пожалуйста. Я это точно знаю, потому что выхожу на прогулку в 5:30. В 5:58 проехал шериф. Шериф? Да. В 6 ровно проехала скорая помощь, а в 6:09 проехал прокурор. Прокурор? Он самый. Не отведаете блинчиков? Да, вот так все и промчались друг за дружкой. Как на пожар. Кстати, мистер Хазлрик, это ведь Хокер приходил к вам вчера вечером, я не ошибся? Угу. Кто бы мог подумать. Только что был здесь, и вдруг раз... Этой же ночью он падает в свою дереводробильную машину. Филби, он не был невинным мальчиком. В будущем он мог кого-нибудь покалечить. Но он же спас эту девочку. Все могло кончиться по-другому. А как же насчет Харрельса? Это был несчастный случай. Несчастный случай? Несчастный случай? Я вам говорю то, что мне сказали. И вы в это верите? А что еще это может быть? Он работал весь день, дробил древесину. В амбаре?
Посреди ночи? Он был пьян, там рядом нашли бутылку. Судья считает, что это был несчастный случай, у меня нет основания ему не верить. Но он ничего не знает, мистер Хазлрик. О том Пугале ничего не знает. Пугале. Да не было там никакого пугала, я смотрел, там ничего не было. Вчера ночью оно там было. Отец, Харлис был прав. У нас будут неприятности, кто-то знает о том, что случилось. Пока еще нет. Но узнают, если вы не прекратите об этом болтать. Ты сказал, что это сделал Сэм Уиллок, но в этом нет никакого смысла. Конечно, потому что это был несчастный случай, и не надо ничего выдумывать на пустом месте. Тогда кто выключил машину? Что? Они сказали, что машина была выключена, когда они обнаружили тело. Наверное, бензин кончился. Откуда ты это можешь знать? Дай мне эту тяпку. Почему это им не пришло в голову? Может, и пришло. Боже мой. Бак почти полный. Тогда кто выключил машину? Тот же человек, кто ее и включил. Мерли. Мерли. Эй, Мерли, подожди. Мерли, ты что-то забыла, дорогая? Чего тебе надо? Вам посылка. У тебя крепкие нервы. Такая уж у меня работа. Брось в почтовый ящик. Не получится, вам нужно расписаться в получении. Благодарю. Пошел вон с моей территории. Позапрошлой ночью погиб мой друг. Я что-то слышал об этом. Они считают, что это был несчастный случай. А вот я так не считаю. И что? В этом мире есть и другая, высшая справедливость. Да, помимо закона. Такова реальность. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Око за око. Зуб за зуб. Рука за руку. Нога за ногу. Жизнь за жизнь. Погоди минуту. Ты что же думаешь, что... Не льсти себе, Хазлрик. Жизнь моего сына стоит десятка таких, как ты. Позвольте дать вам совет, миссис Риттер. Теперь мы с вами в расчете. Пусть так все и остается. Ну уж нет. Мы ни в каком не расчете. До тех пор, покуда ты ходишь по этой земле. Тебе не одурачить меня, Хазлрик, ни на минуту не одурачить. Я видела, как ты смотрел на эту маленькую девочку.
Возможно, ты и смог одурачить всех остальных, но я точно знаю, что ты собой представляешь. Держись от нее подальше, Хазл-Рик. Это очень маленький город. Слухи распространяются быстро. Твердо запомни, что я тебе сказала, Хазл-Рик. У меня хорошая идея. Давайте поиграем в прятки. Давай, пошли. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Кто не спрятался, я не виновата. Погоди. Погоди минуту. Я ничего тебе не сделаю. Не нужно меня бояться. Я почтальон. Никто не боится почтальонов. Можно я рассмотрю твой костюм? Ну разве он не прелестный? Да, я попробую угадать, кем ты нарядилась. Сказочная принцесса? Нет. О, я знаю, кем. Мумия, правильно? Миссис Риттер помогала тебе выбирать костюм, верно? Она ведь твой друг, да? Да, я с ней тоже дружу. Но ведь ты об этом не знала, верно? Мне кажется, что миссис Риттер хочет подшутить надо мной и некоторыми из моих друзей. Она ведь рассказывала тебе об этом, нет? Это что, секрет? Готов поспорить, что это ваш с ней секрет. Это я могу понять. Ты бы могла рассказать его мне, я буду нем как могила. Ну давай, я тебя не обижу. Шепни мне на ушко. И это так и останется секретом. Я знаю, что вы сделали с бабой. И вы солгали в суде. Что? У кого ты об этом услышала? Он рассказал мне. Он мне все рассказал. Мэри Ли. Ты же знаешь, что это неправда. Это ведь миссис Риттер? Это она попросила тебя сказать это? Нет. Это ведь была она. Скажи мне правду. Тогда кто? Я же вам сказал, это был Баба. Нет, это не был Баба, черт тебя возьми. Баба тебе этого не говорил. Баба ничего не мог тебе говорить, он мертв. Я знаю.
Мерли! 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 Вечеринка прямо по коридору. Здравствуйте, мистер Хазларик. Могу я вам что-нибудь предложить? Налейте что-нибудь. Вот это безалкогольный напиток, а вот в этом есть алкоголь. Ах, да. Вы же не пьете. Я его видел. Оно было здесь. Прямо здесь. Мы же знаем, кто этим занимается. Может, оно в другом месте? Нет, оно было здесь, прямо перед закатом. Оно было здесь и смотрело на нас. Прямо здесь. Не надо так на меня смотреть. Я не сошел с ума. Я видел его. Так же, как и Харлис его видел. Ну хорошо. Хорошо. Давай вернемся утром. Нет. Я не могу ждать утра. Ну давай, по крайней мере, зайдем в дом, а то кто-нибудь нас увидит. Ради всего святого, Отец, тебя только это и волнует? Что кто-то может нас увидеть? Оно пришло за мной. Может, нам стоит рассказать обо всем шерифу? Ты с ума сошел? Хочешь провести остаток своей жизни в тюрьме? Это лучше, чем смерть. Послушай меня, Отис. Внимательно меня послушай. Тебе бы лучше подумать, как можно быстрее вызволить меня из этой передряги. Иначе я пойду в полицию сдаваться.
Я предупреждаю тебя. Я предупреждаю тебя и даю тебе еще один шанс. Слушай меня. Последний раз предупреждаю. Прекрати это. Я знаю, что это твоя работа. Я не позволю тебе сеять панику среди моих людей. Давай заключим сделку. Око за око. Мы квиты. Договорились? Прекрати. Прекрати, черт тебя возьми. Послушай меня. Я тебе ничего не сделаю. Сейчас я тебя отпущу, хорошо? Хорошо? На этот раз, чтобы никаких фокусов, договорились? Я отпускаю. Хорошо? В том, что ты делаешь, нет никакого смысла. Нам с тобой надо просто договориться. Миссис Риттер. Миссис Риттер. Что скажешь, Рэй? Нет сомнения, что пожар начался в кухне. Вспыхнуло пламя, произошел взрыв. Какова может быть причина? Утечка газа. Запах все еще ощущается. Это было подстроено? Нет, я сомневаюсь. Я и раньше с этим сталкивался. Пожилые люди забывают выключать плиты, шланги у них гнилые, начинается утечка. Так все и бывает. Да. Я думаю, что так оно и было. Но я бы хотел, чтобы ты еще раз все здесь как следует осмотрел. Но мы же все здесь довольно тщательно осмотрели, Сэм. Ты хочешь найти что-то конкретное? Какую-нибудь зацепку. Что? Нет, ничего. Просто хочу быть уверен, что мы ничего не упустили.
Мистер Хазлрик, не слышал, как вы вошли. Что-то случилось? Филби. Отпустите меня, отпустите. Прекрати. Отпустите. Это был несчастный случай. Вы врете. У него случился сердечный приступ. Так несчастный случай или сердечный приступ? И то, и другое. Его обнаружили сегодня утром в зернохранилище. Он был засыпан зерном. Прекрати панику, черт тебя возьми. Иначе они нас арестуют. Мне все равно. Послушай меня. Сейчас не время метаться. Нет, нет, я не хочу вас слушать. Это был Баба. Нет. Да. Он же мертв. Он не мертв. Мы же убили его, я видел. Я был там. Он был мертв. Мы этого точно не знаем. Мы ушли и оставили его там. Пожалуйста, прекратите. Не говорите больше ничего. Вы только путаете меня. Прошлым вечером, во время карнавала, дочка Вильямса сказала мне то, во что я не мог поверить. Она сказала, что все еще встречается с ним. Все еще с ним встречается. Слышишь меня? Это он, это его работа. Его закопали в могилу глубиной 2 метра. Это не так. Это так. Давай мы с тобой договоримся. Ты даешь мне шанс и не идешь в полицию. А я докажу тебе, что он жив. Ну? Пошли. Пошли. Все будет хорошо. Чарльз Эллиот Риттер Баба. Вот она.
Мистер Хазлрик, может, нам не стоит этого делать? Мы должны точно знать. Копай. Открывай. Открывай. Мистер Хазлрик, если он сейчас там, значит, нас преследует его призрак. Открывай. Боже мой, это он. А ну вернись. Слышишь меня? Ты обещал. Мне все равно, отпустите меня. Ты дал мне обещание, лжец. Пожалуйста, мистер Хазлрик, мы должны уходить отсюда. Мы не можем. Виновных больше не осталось. Ради всего святого. Только мы одни остались. Я знаю, кто это делает. Нет, нет. Слушай меня. Это она. Девочка. Я знаю, что вы задумали. Я не хочу в этом участвовать. Мы должны. Нет. Мы через столько уже прошли. Конец уже близок. Нет. Отпустите меня. Отпустите меня. Отпустите. Ну хорошо. Хорошо. Ладно. Твоя взяла. Твоя взяла. Мы поступим по-твоему. Да? Поступим по-твоему. Прости меня, сынок. Тебе нечего бояться. Поднимайся. Мы пойдем в полицию, как ты и хотел. Прятаться теперь нечего. Тело на месте. Верно? Прятаться незачем. Но вначале нам нужно его обратно закопать. Но если мы идем сдаваться, мы не можем оставить его в таком состоянии, верно? А потом пойдем, куда скажешь. Идем, парень. Идем. Извини меня. Знаешь, я потерял голову. Мы должны закопать его, а то кто-нибудь увидит, и у нас могут быть неприятности. Хочешь, чтобы я это сделал? Нет, я сам. Давай. Знаете, мистер Хазлрик,
У меня есть двоюродный брат. Он живет в Арканзасе, в горах. Прямо посреди леса. Многие мили вокруг ни души. И только колея к дому подходит. В детстве я проводил там лето. Такое чудесное место для рыбалки, охоты. Мерили. 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 Эй! Эй! Подожди. Попалась. Это была ты. Ты. Баба. Это была ты. Кто там?
Сэм? Слушай, Сэм, я понимаю, как это выглядит со стороны, но я все могу объяснить. Это была она, Сэм. Это все ее работа. Сэм? 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 Нет. Нет. Сэм. Стой. Стой, Сэм. Спасибо, Баба. Знаешь что? Завтра я научу тебя новой игре. Ты когда-нибудь играл в догонялки? Это очень веселая игра, тебе понравится. Она чем-то похожа на игру в прятки.